Вы слышали про актеров, которых любят за роли. Но что вы скажете о тех, чьего возвращения начинают опасаться за пределами экрана? Сегодня мы расскажем историю Озана Акбабы, человека, который внезапно стал самым обсуждаемым, но не из-за славы, а из-за того, что о нем стараются не говорить вслух. Его имя поднимается в рейтингах, а за кулисами тишина, наполненная вопросами. Почему некоторые коллеги избегают его в интервью? Что произошло на съемочной площадке, что пришлось переснимать сцены тайно и без объяснений? И почему один эпизод его прошлого упорно пытаются вычеркнуть из публичной памяти? Есть моменты, которых нет ни в статьях, ни в журналах. Он не подтверждает и не опровергает. Он просто наблюдает. Но именно эти молчаливые факты сделали его фигурой, которую больше не обсуждают легко. Его не раскручивают, его изучают. Не восхищаются, настораживаются. И все же правда о нем не лежит на поверхности. Она скрыта глубже, и, чтобы увидеть ее, придется пройти путь до конца. Оставайтесь внимательны. Потому что то, ради чего все началось, прозвучит не в начале, а в последнем отрезке этой истории, где уже невозможно будет оправдаться ролью. Имя Озана Акбабы все чаще появляется в обсуждениях, словно вокруг него сформировалась особая энергия ожидания. Многие знали его по ролям, но сейчас речь идет не просто об очередном актере, а о человеке, который внезапно стал центром внимания целой индустрии. Его имя возглавило список самых обсуждаемых по версии Адба, а это не случайная вспышка популярности, а показатель глубинного интереса к личности, к тому, что он делает и каким образом влияет на зрителя. Возникает вопрос, почему именно он? Что в нем такого, что даже те, кто раньше не следил за турецким кинематографом, теперь начинают искать его интервью, пересматривать сцены и обсуждать каждое появление? Чтобы понять этот феномен, важно не просто перечислить достижения, а уловить момент, когда внимание меняет качество, когда человек перестает быть просто актером и становится символом. Озан Акбаба оказался именно в таком переходе. Он не кричит о себе громкими заявлениями, не участвует в пустых информационных шумах и именно этим притягивает больше. В мире, где внимание обычно покупают, он получил его заработанным доверием. Сегодня зрителя уже не впечатлишь одним удачным проектом. Люди ищут личность, которую можно понять, почувствовать, за которой можно наблюдать не один сезон. Кажется, Озан стал именно таким лицом, и теперь тысячи людей ловят каждый новый шаг, словно он готовится к чему-то большому, чему-то, что еще не произнесено вслух. Его обсуждают не как участника шоу, а как героя собственной истории, и эта история только начала набирать обороты. Мы вступаем в повествование с вопросом, который удерживает интригу с первых строк, что делает актера не просто популярным, а знаковым. Именно этот путь мы начнем сейчас распутывать. Чтобы понять силу момента, в котором оказался Озан Акбаба, нужно взглянуть на то, что означает признание Адба. Это не просто список имен или формальный рейтинг, это зеркало общественного интереса, измеряющее реальный уровень обсуждаемости, вовлеченности и эмоционального отклика. Здесь не оценивают по наградам или кассовым сборам. Здесь фиксируют то, что нельзя подделать, сколько людей говорят о тебе, что они чувствуют, как реагируют. И когда чье-то имя оказывается на вершине, это значит, именно он стал тем, кого хотят слышать, видеть, понимать. Адба – это своего рода барометр индустрии, где актер перестает быть частью сериала или фильма и становится культурным явлением. Попадание в этот рейтинг сигнализирует не просто о признании зрителей, но и о внимании продюсеров, режиссеров, брендов. В мире, где каждый день рождаются десятки новых лиц, удержаться в разговоре дольше недели – уже победа. Взобраться на первое место – знак того, что происходит нечто большее, чем временный всплеск. В случае Озана речь идет не о внезапной удаче. То, что его обсуждают – результат внутренней работы, накопленной силы образов, роли, которая задела. Люди делятся моментами с его участием, пишут комментарии, возвращаются к сценам, которые не отпускают. Его появление в разговоре звучит не как «звезда недели», а как именно он. И теперь возникает другой, еще более интересный вопрос.
что именно привлекло к нему такое внимание. Популярность не приходит в пустоту. Она всегда опирается на что-то конкретное – роль, слово, поступок. Мы уже чувствуем, что это не просто очередная роль, а нечто, оставившее след в восприятии зрителя. И именно это нам предстоит раскрыть дальше. Популярность Озана Акбабы не возникла внезапно. Ее волна поднялась благодаря конкретному моменту, который зрители не просто увидели, а пережили. В его недавних проектах появилась роль, способная говорить на языке эмоций, а не реплик. Это был тот случай, когда актер перестает играть и начинает существовать на экране. Зритель не наблюдает героя, он узнает в нем себя, свои внутренние битвы, свои сомнения и смелость. Именно эта насыщенность образа стала причиной обсуждений, разобранных на фразы, мимику, взгляд. Но важнее другое – Озан не ограничивается рамками одной роли. Он умеет создавать момент, который заставляет людей возвращаться к сцене снова, пытаясь понять, что именно задело. Именно это переросло в тысячи сообщений, обсуждений, комментариев. Люди начали говорить не о проекте, а о нем лично. Интерес перетек с персонажа на актера – редкое достижение, которое выводит человека за пределы жанра. Что особенно примечательно, он не навязывает себя. Нет громких заявлений. Никаких демонстративных шагов. Только работа, которая говорит сама за него. Когда зрители чувствуют настоящие эмоции, им больше не нужны объяснения. Они начинают искать, кто стоит за этим переживанием, и находят Озана Акбабу. И все же один вопрос остается: откуда в нем такой диапазон глубины? Чтобы понять это, нужно вернуться назад, туда, где еще ничего не было громким, где все только начиналось. Именно в этих шагах лежит объяснение того, почему сегодня он не просто актер, а тот, кого стараются понять. Продолжим туда, где все зарождалось. Его путь к признанию не был стремительным взлетом, он складывался из ролей, которые поначалу казались незаметными, почти фоновыми. Озан Акбаба не ворвался в индустрию яркой сенсацией, он входил тихо, наблюдая, пробуя, выстраивая себя шаг за шагом. В те годы еще никто не предполагал, что именно эти скромные появления позволят ему однажды стать лицом, к которому повернутся миллионы. Но именно такие дороги создают фундамент не популярности, а доверия. Каждый новый проект открывал в нем слой, который он не спешил показывать полностью. В одних ролях – сдержанная сила, в других – внутренний конфликт, в третьих – молчание, которое звучит громче слов. Он не искал восторгов, он искал правду, и зритель это чувствовал. Он никогда не играл ради аплодисментов, он искал внутреннюю точность. Именно в эти ранние годы сформировалась его особенность – способность оставаться настоящим. Ни маской, ни позой, человеком. Тогда еще никто не обсуждал его, не строил рейтингов и не ставил его имя в заголовке. Но те, кто впервые замечал его в эпизодах, уже тогда чувствовали, этот актер не случайен. Со временем его роли стали глубже, но стиль оставался неизменным – тихая сила. Ни крик, ни сверхдраматизм, а выдержка, за которой угадывается личная внутренняя дисциплина. И когда однажды ему выпала возможность взять на себя роль, требующую эмоционального предела, он оказался готов. Не только технически, внутренне. Вот в этом и кроется разгадка. Его современный успех – не вспышка, а результат пути, в котором каждая роль была тренировкой для той самой, о которой теперь говорят. Но чтобы понять, почему зрители так глубоко отзываются на его персонажей, нужно заглянуть в то, как он оживляет эти образы. В том главная магия. Продолжим именно туда. Чтобы понять, почему персонажи Озана Акбабы так сильно трогают зрителя, нужно увидеть, как он строит свои образы. Он не показывает чувства, он позволяет им существовать. Его герои не произносят громких заявлений, но в их взгляде уже звучит смысл. У него особое отношение к молчанию, оно становится частью диалога. Там, где другие актеры используют слова, он использует тишину. Там, где другие стремятся впечатлить, он стремится быть честным. Каждый его персонаж будто проживает внутреннюю битву. Не внешнюю борьбу с обстоятельствами,
а тихое противостояние внутри себя между долгом и желанием, страхом и решимостью. Именно поэтому зрители не просто наблюдают за его героем, а сопереживают ему, словно этот конфликт их собственный. В этом редкое качество – способность быть эмоциональным, не становясь театральным. Он не выбирает образы, которые легко нравятся. Скорее, тех, кого нужно понять. Его персонажи не стремятся к идеалу, они живут с недостатками, сомнениями, противоречиями. Но именно их несовершенство заставляет зрителя тянуться к ним. Азан не боится показывать слабость и превращает ее в силу. И именно здесь возникает новая точка интереса. Люди начинают спрашивать не только о том, как он сыграл, но и о том, что он думает сам. Ведь за каждым образом чувствуется внутренняя позиция, которая не сводится к репликам сценария. А когда зритель начинает искать не героя, а человека, значит, актер перешел границу ремесла. Именно на этом рубеже начинается самое интересное: кем является Азан Акбаба вне кадра, что за личность скрывается за этим спокойствием и глубиной. Ведь если образ таков, каким же должен быть человек, который его создал? Дальше шаг в эту сторону. Вне камеры Азан Акбаба остается столь же сдержанным, как и на экране, но в этой сдержанности нет закрытости, есть осознанность. Он не стремится быть публичным героем, не гонится за громкими заголовками, но каждый его жест, каждое появление вызывает интерес. Люди пытаются разгадать его, каков он в тишине, без роли, без сценария. И эта загадка лишь усиливает притяжение. В редких интервью он говорит мало, но каждое слово кажется взвешенным. Он не строит из себя философа, но в его фразах чувствуется внутренний код, уважение к профессии, к зрителю, к процессу. В нем нет стремления убеждать, он предпочитает показывать через поступки. Возможно, именно поэтому фанаты находят в нем опору. Он не обещает, он просто стабильно присутствует. Интересно, что о нем почти нет громких историй, нет надуманных скандалов, нет стремления к информационному шуму. Но парадокс в том, что именно это отсутствие шума и делает его объектом внимания. Люди привыкли к показной открытости, к демонстративной искренности, но он другой. Он не раскрывается, но дает почувствовать, что там есть глубина. Фанаты отмечают в нем редкое качество. Он вызывает доверие даже молчанием. И это доверие становится основой интереса, который уже выходит за пределы кинематографа. Люди начинают говорить о его взглядах и его подходе, обсуждают его с точки зрения характера, а не только роли. И именно здесь происходит перелом, обсуждение актера превращается в обсуждение явления. А когда человек становится явлением, вокруг него неизбежно рождается движение. Так появляется не просто аудитория, а сообщество. И это уже не фанаты ради популярности, а люди, которые чувствуют связь. В следующем шаге мы увидим, как эта связь стала силой. Там, где обычно заканчивается внимание к актеру, в случае Азана Акбабы только начинается другое, уже не зрительское наблюдение, а коллективное участие. Его имя стало центром активности, которая живет в соцсетях, форумах, фан-группах, и все это существует не как случайный всплеск, а как постоянное движение. Люди не просто смотрят его проекты, они сопровождают их собственными историями, рассуждениями, рисунками, монтажами сцен. Это не поклонение, это соучастие. В социальных сетях появляются хэштеги с его именем, которые поднимаются в тренды после каждого выхода новой сцены или интервью. Поклонники разбирают жесты, взгляды, строят теории о мотивациях его героев, как будто участвуют в создании образа вместе с ним. Иногда кажется, что его персонажи продолжают жить даже после финальных кадров, в обсуждениях, в искусстве, в личных размышлениях зрителей. Особенно примечательно то, как его аудитория реагирует на его молчание. Любая редкая публикация вызывает волну обсуждений, а отсутствие слов – еще большую волну ожидания. Это не буря фанатских эмоций, а внутренняя тишина, полное внимание. Люди не требуют от него близости, они уважают дистанцию. И вот здесь появляется особая сила, его влияние не шумное, а устойчивое. Оно не строится на скандалах или провокациях, оно строится на уважении.
Именно это вызывает интерес уже не только среди зрителей, но и среди тех, кто формирует индустрию, критиков, коллег, режиссеров. Если внимание зрителей – это тепло, то внимание индустрии – это огонь. И теперь мы приближаемся к моменту, когда этот огонь начинает проявляться. Продолжим туда, где звучат не только голос поклонников, но и голос профессии. Когда имя актера начинает звучать не только в голосах фанатов, но и в профессиональной среде, это значит, что его влияние перестает быть эмоциональным и становится весомым. В индустрии, где успех часто измеряется цифрами, появление Озана Акбабы в разговорах коллег и критиков говорит о другом, о признании качества. Его начали упоминать не как участника проекта, а как показатель уровня. Это особая ступень, до которой доходят немногие. Режиссеры отмечают его способность погружаться в роль так, будто он не играет, а проживает. Коллеги по площадке рассказывают о редкой внутренней дисциплине. Он не требует внимания, но в момент съемки тянет внимание на себя естественно, без усилия. Он не спорит, он слушает. Не демонстрирует, он присутствует. Это создает атмосферу, в которой даже опытные актеры чувствуют необходимость быть лучше. Пресса, которая обычно ищет повод для громких заголовков, в его случае вынуждена говорить о профессионализме. Вместо спекуляций – анализ ролей. Вместо слухов – цитаты. И это редкий пример, когда медийное присутствие человека строится не на событиях вокруг, а на содержании внутри. Сравнения с другими актерами звучат все чаще, но в них нет конкуренции, в них признание. Озан не копирует тенденции, он создает свой единичный стиль. Такой, который может перенести его за границы родного кинематографа. Именно это порождает новый вопрос: что дальше? Когда внимание индустрии накладывается на ожидания аудитории, появляется перспектива движения вперед. И теперь мы подходим к рубежу, где обсуждение превращается в прогноз. Что даст ему этот титул? Куда он может привести? Об этом далее. Теперь, когда признание зрителей и уважение индустрии сошлись в одной точке, перед Озаном Акбабой открывается пространство не просто для новых ролей, а для выбора направления. Его нынешний статус не обещание славы, а ответственность ожиданий. Ведь когда человек становится символом качества, каждый следующий шаг превращается в вопрос: каким он будет? Будет ли это прорыв в международные проекты, новая грань драматического искусства или неожиданное решение, способное изменить представление о нем? Титул самого обсуждаемого по версии Адба – это не вершина, а знак начала новой дуги. Подобное внимание рождает предложение, но не каждое предложение – путь. И здесь важно, что он не относится к актерам, которые собирают роли ради количества. Он выбирает истории, которые имеют внутренний вес. Его дальнейшая траектория может превратиться в пример того, как актер становится автором собственного творческого пути, а не просто исполнителем. Многие поклонники уже высказывают предположение, готов ли он к формату, который выходит за границы экранов, например, к роли, которая будет не просто частью сериала, а частью культурного разговора. Некоторые критики считают, что он находится на пороге того момента, когда актер превращается в лицо эпохи, того, кто способен говорить не только через персонажа, но и через идею. Но все это только преддверие. Сейчас ключевой вопрос не в том, что он сделает, а в том, что он решит не делать. Его сила всегда была в точности выбора, и именно эта точность может привести его туда, где уже не обсуждают, а цитируют. Мы приближаемся к заключительной линии, но не к финалу. Потому что история, достигшая внимания, не заканчивается, а она переходит в новую форму. Впереди понимание, почему все, что произошло до этого момента, было лишь прологом. История Озана Акбабы на этом этапе не замыкается, а словно замирает на вдохе в ожидании следующего шуга. Он не из тех, кого сопровождают кульминационные вспышки и затем тишина. В его случае все развивается иначе, внимание к нему не гаснет, а концентрируется. Люди не ждут финала, они ждут продолжения. И в этом скрыта особенность его пути. Он не завершает, он растет. Внимание, которое он привлек, не временная реакция, а устойчивое притяжение. Он стал актером,
которого не просто смотрят, а за которым наблюдают. Не ради сюжета, а ради смысла. Не ради популярности, а ради внутренней честности. И когда появляется такой человек, аудитория уже не спрашивает, что он сыграет. Вопрос меняется: что он скажет своим следующим выбором? Кажется, что Озан Акбаба сейчас стоит перед невидимыми воротами не как победитель, а как создатель собственного пути. Возможно, впереди его ждут международные проекты, возможно, неожиданные авторские роли, возможно, новые формы присутствия в искусстве. Но как бы ни сложилось, ясно одно: он уже перешел черту, за которой актер становится не просто участником индустрии, а тем, кто влияет на ее движение. И именно поэтому его история не располагается в окончании. Она расположена в начале. Каждый рейтинг, каждый заголовок, каждое обсуждение – это не итог, а напоминание. За человеком, которого сейчас видят, стоит тот, которого еще предстоит открыть. Озан Акбаба не сказал своего главного слова. И именно поэтому все ждут. Спасибо, что были с нами и досмотрели до конца. Если вам интересно следить за историями сильных личностей и ярких судеб, не забудьте подписаться на канал «Любовь и мечты». Ставьте лайк, если вам близка эта история, и обязательно делитесь своими мыслями в комментариях, нам важно ваше мнение. До новых встреч!